Несколько дней назад завершилась кампания по розыгрышу подарочных карт BNB от Space ID в честь первой годовщины запуска BNB Доманов. В кампании участвовало более 19 тысяч человек, и выиграло из них очень много, так как призов было в принципе 10 тысяч, то есть шансов выиграть, получается, было более чем 50%. Тут я попробую рассказать, чего теперь с этими подарочными картами можно делать. Во-первых, нужно упомянуть, что до 18 сентября 2023 года у вас есть возможность использовать эту подарочную карту для частичной или полной оплаты срока продления, либо регистрации домена. То есть продлить пятисимвольник можно за $5, соответственно, если продлеваете более 3 лет, то он уже будет стоить, будет уже, то есть скидка 20%, соответственно, не $5 за год, а 4. Если продлеваете на 10 лет, то скидка будет 40%, то есть за год платим не $5, а 3. Те же самые скидки, даже еще больше, распространяются на 3-символьники и 4-символьники. Учитывая то, что они изначально, то есть новая регистрация стоит довольно дорого, скидки на продление сейчас очень существенные. Вот. Таким образом, Space ID старается стимулировать пользователей продлевать сроки регистрации доменов. Теперь переходим непосредственно к нашим подарочным картам. Для того, чтобы их найти, мы можем использовать сайт Space ID, либо любой NFT Marketplace. Что мы можем сделать на Space ID? Подключаем свой кошелек, и у нас будет отображаться информация о нас. То есть, если у нас есть домен, то он отобразится тут. Если у нас его нет, будет отображаться просто адрес кошелька. Переходим на любой из этих пунктов, например, в My Domains. И здесь мы видим, что у меня в данный момент есть 2 подарочных карты. Кликаем на это поле. Здесь мы не обращаем внимания на вот это вот, потому что минт нужен для выпуска новой подарочной карты. То есть, если мы хотим заплатить деньги и получить подарочную карту. Нас интересует вкладка Redeem. Тут у нас отображается, что в данный момент у меня 2 подарочные карты на $5, соответственно. Мы можем ее оприходовать, то есть нажимаем один раз плюсик, и таким образом получаем, что с одной подарочной карты я сниму 5 кредитов. Кредиты эти равны долларам. Нажимаем Redeem. Сейчас происходит транзакция, после которой одна подарочная карта у нас сожжется, а вот в обмен
В обмен у нас появилось 5 кредитов. Что с этими кредитами можно делать? Во-первых, их можно использовать для продления срока регистрации домена. Берем, например, мой домен, у которого и так срок регистрации весьма большой. Но для примера я покажу, что можно делать с кредитами. Кликаем Extend. Продление на 1 год срока регистрации мне будет стоить $5 и 5 сотых доллара. Соответственно, если я нажимаю вот тут вот Use PNB Credit и кликаю галочку, стоимость у меня уменьшается на $5 соответственно. Чего я еще могу сделать с этими кредитами? Их можно использовать для регистрации нового домена. Для примера используем, не знаю, Кап 56, просто от балды. Я заранее понимаю, что этот домен он не зарегистрирован, потому что он вряд ли кому-то нужен. Кликаем регистр, и тут видим то же самое. Срок регистрации на 1 год, стоимость регистрации $5. Если я кликаю Use PNB Credits, то стоимость уменьшается на $5 соответственно. Аналогичным образом я предполагаю, что можно использовать частично кредиты для оплаты 4 символьников и 3 символьников. Можете попробовать это сделать самостоятельно при продлении или регистрации, опять же. Соответственно, подарочная карта у нас NFT. Ее можно не только использовать по назначению, но и можно передать кому-нибудь. То есть в том же самом интерфейсе кликаем вот тут вот на вкладку Transfer и указываем адрес получателя. Если мы, допустим, хотим ее кому-то бесплатно передать, или мы ее продали с помощью P2P. Не обязательно так заморачиваться, если мы ее хотим продать, потому что она у нас будет отображаться в любом NFT маркетплейсе. Покажу на примере элемент маркета. Найти подарочные карты довольно просто. Вот я в поиске набираю Space ID и вижу тут Space ID Gift Card. Кликнули. Раньше тут отображалась подарочная карта на $5, тут еще была карта на $160, и еще одна карта продавалась на $640. Но, видимо, их либо раскупили, либо сняли с продажи остальные, и давно уже такие не разыгрывают, поэтому мы видим всего лишь одну $5. Это не означает, конечно, что продается всего лишь одна карточка. Сейчас мы это увидим, кликнув на детали. В деталях что видно? В деталях видно, что $5 карточка сейчас на вторичке продается за $2.85. Что может дать нам вполне хорошую скидку, если мы планируем, опять же, регистрировать домен, либо его
продлевать срок регистрации. Вот тут у нас ребята предлагают еще меньшую цену, например. Соответственно, можно попробовать здесь, либо на другом NFT маркетплейсе продать свою. Это мы кликнем, подключаемся MetaMask. Он нам показывает, что у нас в кошельке одна подарочная карта есть, что отображается в том числе и на Space ID. Вот Gift Cards 2.1. Чтобы ее продать, так же как любую другую NFT, кликаем Sell, выбираем, вставляем стоимость. Ну, ее продавать не хочу, поэтому просто выставлю очень дорогую стоимость в 1 BNB. И нажимаем листинг. Так, ну вот, все получилось. Моя подарочная карта продается на Element Market. Ничто не мешает одновременно с Element Market выставить ее на продажу на другие NFT маркетплейсы. На этом я думаю, что тема подарочных карт раскрыта.